Ну все, ухожу на 4-5-дневный маршрут. Рюкзак килограмм 10, может 11. С таким можно гулять. Сейчас по снежнику идем вдвоем с Мишей сначала. Он в Рыделку идет, туда-обратно. Ну а дальше я уже одна пойду. Каньон вместе посмотрим. Все, пошли. Перешли Ниткан нормально. Вот он вход в ущелье Снежника. Вот тут размытые вот эти вот острова, ставки. Вот они, скальные ворота каньона Снежника. Высота стен, наверное, метров 12, может больше. Сейчас пойду верхом. Пойдем мы верхом будем смотреть сверху. Правым, левым аэрографическим бортом. Облачность все-таки поднимается. Вот оно, слияние трех рек. Ниткана, Снежника. Вот мы на Снежнике сейчас. И там вот впереди, прямо, это правый Ниткан, долина его. И вон в том лесочке мой лагерь остался. И вот ущелье, которое ждет, манит вперед. Не, я ошиблась. Скала, наверное, высотой метров 20, а то и больше. Здесь так приятно идти, такой покров. Вот очень вкусная голубика, она вот и красивая, в капельках еще дождя, росы облачной. И очень сладкая здесь наверху. Кусты кедрача, белый ягель, лишайник, скалы. Ну, виды просто песня. И впереди вон уже солнышко где-то проглядывает. Так что будет еще у нас праздник, я думаю. Вот она, голубичечка. Голубичечка. Облако меньше идет. И урожай в этом году какой богатый. Есть кедрач в шишках. Ворота Ниткана. То есть ворота Снежника, это я оговорилась. Вот это да. Вот это да. Не, высота стенок здесь, наверное, метров 30. Про этот удивительный каньон первый раз я узнала. Когда мы первый раз ходили с Лерой в 2008 году сюда, тогда мы не смогли даже зайти в эти ворота. Так устали после долгого пешего перехода. И вот в 2017 я сходила в самую нижнюю часть этого каньона. Но дальше я не ходила. И вот сейчас мне предстоит разведать все это до самых верховьев. По низу каньона не везде пройдешь. Вот его преграждают путь водопады. А вот это уникальное место, где каньон сужается вот в такую узкую щель. Там бурлит водопад. И вот такая щель некоторое время продолжается. И вот тут можно перепрыгнуть с борта на борт. Но я это делать не буду. Вот такое здесь чудо природы.
Мне очень нравится вот эта плиточка и вот эти вот кубики в стенках. Так вообще необычно. И вот эти следы динозавров, ну просто эта вода выточила и камни. Да, такая мостовая, набережная, ну просто удивительно. Здесь так находиться немножко жутко. Но так вообще торжественно. Ой, чуть туда меня не поклонила. Вот это сила природы. Просто фантастика. Я не знаю, как это еще назвать. Так что бобслейные трассы есть не только в ледниках, но и в здешних каньонах. Здесь под камнями журчит вот эта вода. Кажется, сухой ручей, а под камнями вот вода течет. Каньон продолжается, но уже здесь меньше скалы, ниже, выше водопадов этих и сужения. Все, мы расстались с Мышей там на сужении, он будет медленно снимать, а я иду дальше одна. Мой путь – самое верховье ручья Снежник. Возможность прохождения по этому ручью вверх на перевал, который ведет к притокам к Норе, мы изучали с Серегой Ермаковым и по космоснимкам, и не очень до сих пор было понятно, можно ли пройти. Вот в конце верховьях там видны были серьезные прижимы, и я очень опасаюсь, как там, пройду я или нет. Вот оно, препятствие, ущелье бокового притока. Тут надо будет искать путь спуска, ну а подъем он там на устье есть. Но вот без спуститься, далеко ли придется уходить? Вот здесь вот, может быть, сейчас буду смотреть. Главное найти безопасный спуск. А ведь это складывали люди, наверное, геологи. Здесь можно спуститься, это метка. Да, и вот здесь безопасный спуск вполне хороший, ура. А здесь вот какие ворота стоят. Проход в них только. Но вода небольшая, я думаю, легко пройду. Ну вот я снова внутри каньона Снежника. И сейчас вот здесь по этой полочке, думаю, легко залезу наверх снова. Здесь даже сохранилась тропа. Видно, вот камни перевернутые, более желтые. Значит, здесь люди ходили. А я-то вот за этот участок я очень переживала. Будет ли здесь проход? Мы изучали тут по космоснимкам с Серегой. Оказывается, так, ну ладно, надо еще залезть. Радости моей нет предела. Все, во, залезла. Каньон, вон он. Вот сзади, откуда я пришла, поднималась. И это точно, уже второй приток. А я все думал, наверное, первый. А там много было распадков. Первый-то он где-то в 5 километрах от устья. А это второй уже. До перевала совсем чуть-чуть осталось. Километров 6-5. Да, тут хорошо видно, что вот он этот приток так загибается туда, в гору уходит. И с большим каньоном, а предыдущий без каньона. Во! Все! Путь к перевалу, надеюсь, будет уже не такой тернистый.
Да, вот что значит легкий рюкзак, тренировки с тяжелым рюкзаком. Прохожу больше, чем мне кажется. Ой, вдруг сегодня дойду до озера Кнори. Вот это будет вообще счастье. Но загадывать не буду, ладно, как получится. Все-таки до него 26-28. Ну это по прямому, а тут еще обходы. Здесь уже каньон, уже борта выполаживаются, уже не везде крутые стены. И впереди привал. Ох, Маринка, Маринка, самоуверенная горе-ориентировщица. Кто бы мог подумать, что в тот момент я переходила только первый ручей. Первый. Вверху здесь снова такой скалистый участок. И вот впереди справа проход такой достаточно крутоватый. Но я думаю, там вдоль склона аккуратненько пройду, потому что в каньоне тут идти непонятно. Ой. Да и не спуститься круто. Нет, я аккуратно там облезу как-нибудь. Поднялась по тропкам. Козочки-то все-таки здесь ходят, думаю я. Вот здесь полога. Я думаю, там траверсом тропа будет их грамотно идти. Здесь так вообще Бродвей. Просто проселочная дорога. Осталось пройти крутую осыпь траверсом, и перевал будет у меня, можно сказать, в кармане. Каньон впереди извивается, а впереди вот этот сложный участок. Крутой. Как тут? Посмотрю сейчас аккуратно, если опасно будет, полезу вообще наверх. Вот такая тут круть. Вот тут сейчас аккуратненько посмотрю. И если тут не пройти, уж не знаю, наверх тогда. Страшно по таким большим. Надеюсь, они не будут живыми. А там под скалой уже, я думаю, лучше будет. Ой-ой-ой. 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 Ручки-ножки трясутся. Страшно. Ну все, я вылезла уже на такой спокойный, безопасный участок. А вот здесь вот пока лезла, ой, страшно было. Ну все, вот здесь траверсом уже прошла. И вверх. Вверх вот уже недалеко. Вот он, пологий выход. Достаточно. Посмотрим, что там. Фу. Я поднялась на ровную, ну не полочку, а уж по крайней мере. Ну где уже ровно. Ой. Теперь здесь нормально идти. Будет ли там где спуститься, никто не знает. Сейчас буду выяснять. Перевал уже ниже меня, вот за этим гребешком. Налазилась я по этим курумникам. Здесь уже ничего, там такие огромные были и шатающиеся. Фу, и вот сейчас за этим перегибом склона будет понятно, есть тут спуск или надо идти обратно. Как же внизу хорошо, как бы туда добраться. Здесь пока круто. Но вот там вот, может, в этом распадке там выполаживается. Там-то тоже он уже полого белый осыпь. Но надо этот распадок перебраться. Сейчас сверху посмотрю, что там. Ура! Здесь есть путь прохода. Я даже отдыхать не могла, пока бы не увидела его. А то, думаю, ночевать здесь среди камней этих. Вон тропы и козочек. И вообще видно, что тут этот обходится. Ой, кулак. Надо мне было сразу круто наверх лезть. Ну не круто, а где нормально. А то я траверсом пыталась. И поднималась, наверное, не в самом удачном месте. Ну все, вот тут я спущусь туда. Ой. Блин, страх натерпелась. Умею я бояться, но если любой шаг неверный, все, привет. Вот эта плоская зеленая полянка, это и есть перевал. Вот сюда мне дойти. А вон там в маленьком каньончике уже ручей в ту сторону течет. Вот я туда перевалю и там буду обедать. Еще только обедать. Надо же. Да, вышла я вон оттуда и
Вышла-то я вот с этого склона. Но сейчас я вышла на мелкие камешки. Все, здесь прям как по дорожке гравийной. Легко идти. Здесь козочки, наверное, и ходят. Я ломилась неизвестно где, ломая паутину, понимая, что я явно не тропы не иду. Но здесь уже все. Здесь уже все нормально. И на ту сторону сейчас легко перевалю. Ой. Спуская груды камней, спустилась по этой осыпи, все. Я в этом распадке. Сейчас чуть вверх и влево траверсом пологим. О, сейчас водички хоть напьюсь. А впереди тут водопад. Вниз ходить нельзя, только верхами. А потом каньон. Да, много высоты пришлось мне набрать, чтобы найти безопасный обход. Но ничего. Все, я спускаюсь на зеленую полочку, чуть не плачу от счастья. Вот. Еще я не чувствую, как я устала. И есть пока не хочу, но это все еще адреналин, наверное, работает. Все, сейчас вот на эту зеленую полочку, и все, там жизнь. Я спустилась. Счастье непередаваемое. Ой. Самое главное, что это была неизвестность. Но теперь все. Вот он, перевал впереди. Здесь полога вот это вот. Отрожек горы. Это уже вообще ерунда. Я уже иду зеленым, жизненным травкам и лишайникам. Фу. Ну, очень страшно, вот честно. Потому что одна, потому что неизвестно, что может случиться. Мало продуктов. Силы уже не те, что в начале похода. Вот. Думала уже пообедать после отрачей тут был, но нет, хочется уже прям понять, что я перешла все каньоны и впереди спуск с перевала. За перевалом там был Сергей Ермаков, он оттуда ходил и говорит, с той стороны там все нормально идти. Так что у меня уже информация есть, это сила. Дёга. А снежник из самых верховьев все так же бушует в каньоне. О. Но мне впереди до перевала вот этого зелененького, слава богу, вот совсем не крутая осыпь. А то бы я второй крутой такой обход бы уже не осилила сегодня. А я на козьей тропке. Все, похожу сейчас на поляночку ровную. И вот где вон там тот приток впадает, там перевал. Похоже, здесь внизу грохочет водопад. Ой. Вот это самые истоки снежника. Вот его где-то я там должна перейти. И за ним перевал слева. Слава, какие. Точно, тут водопад. Безымянный. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вон он. Туда уходит. Ой. Ущелье здесь, конечно, грандиозное. Я туда дальше ближе подлезать не хочу. Ой. Ой-ой-ой. Вот такие страсти-мордасти тут. Ну, надеюсь, вверху-то мне же его надо перейти. Перевал вон светится. Вон там погода, похоже, хорошая. На перевале хочу пообедать. Все оттягиваю. А вот прям слияние самого правого притока снежника и самого снежника. Вот эта скала разделяет потоки. Вот оттуда приток выходит.
Да, каньон еще продолжается, хотя по карте уже здесь нет никакого каньона. Впереди опять круто осыпь подходит. Если здесь сейчас не найти перехода, я не знаю, буду плакать. От сердца отлегло. По крайней мере, вот спуски есть. А, вот, кажется, слева, и вот здесь по желтенькой я и залезу. О, все. О, есть проход. Скальные скульптуры. Ни шагу назад, только на перевал. Булочки хорошие. Горный поток пройден. Я в тени за камнем, за обливниками. Все. Все. Путь к перевалу открыт. О, счастье! Вылезла на замечательную полочку. Хотела здесь пообедать, а потом думаю, пора вставать. Вот такое местечко мягкое выбрала уже вот тут вот на лишайнике. Мягком ягеле. И кассиопея тут моя любимая, сухая. И маленькая ивка растет. Все, я здесь вот ложусь. А ручей-то, который даже на карте не показан, еще идет сюда. То есть это даже еще не перевальная точка. Вот. Но я надеюсь, тут пройду. Откуда же он? Справа откуда-то он вытекает, основной. Но до перевала еще недалеко. Тут уже недалеко совсем. Я думал, он прям здесь. Времени у меня нету, часов. Но чувствую, что пора вставать. Место уж больно хорошее. Нравится мне. Отсюда километров 12 остается до Кнория. Вниз дойду завтра. Поставив палатку, я не выдержала. Все-таки разведала путь к перевалу. А то я просто ошиблась. Тот ручей первый, который я действительно думала, наверное, первый, а потом приняла его за второй. Он был первый. Я стою у второго притока. Но здесь уже нормально по сравнению с тем, где я там лазила. Вот это я все уже прошла. Здесь вообще все нормально проходится. А так я думала, придется ждать завтрашнего утра и холодной ночи, чтобы с ледника меньше текло утром. Потому что броды в каньоне, они сложные были бы. Но получается, что мне не нужно. Я пройду бортом правым. Ну, левым орографическим. И вот он впереди, мой домик ждет меня. Какое же умиротворение сейчас в природе. Никакого ветра. Тепло. В общем, ничего здесь не страшит. И виды вокруг обалденные. Вся облачность поднялась. Чувствуется, что погода должна наладиться. Очень надеюсь, что завтра утром меня разбудит солнышко. Все вершинки открылись. Утренний чаек после утренней каши. А погодка разгуливается. Утром вообще была полная облачность, горы не видно было. Поднимаются облака, но солнышка нету все-таки. Вода в ручье с утра, ну не то что сочится, но уже абсолютно не устрашающая. И вполне можно будет переходить вброд мне дальше, что наверняка нужно будет. За ночь все-таки, ночью было все-таки прохладно, и с ледников меньше текло воды. Что меня ждет? Дорога в облаках. Вот там мой перевал. Но счастливо, долина Снежника.
Хорошие полочки здесь продолжаются вдоль ущелья. А вид вперед меня, ну, просто радует. Все, ущелье распахнулось. Никакого каньона. Иди где хочешь. Вода невысокая. Путь к перевалу уж теперь точно открыт. Горы, грандиозные горы. Меня тут окружают. Переходил ручей, то вот по полкам иду, когда они есть. Все, вот отсюда вытекает снежник. Там ледник, а прямо перевал. О, что я вижу? Все, какой широченный размыв. Все, вон туда, в то ущелье уходит. Там верховье снежника, а прямо ковровая дорожка к перевалу. И спуск уже к Прингис ручей и к Норий. Вот видны остатки ледника, откуда стекает снежник. А голубое небо появляется кусочками. Все-таки. Какой замечательный, мирный ручеек. Он ведет меня к перевалу. А здесь как будто поляна столами заставленная. Здесь можно разбить лагерь. Вот это как раз в том месте, где снежник вытекает из гор. До перевала здесь километр, наверное, и все. Солнышко, солнышко освещает высокие скалы. Надо же, здесь полянка красных сыроежек. Ха, удивительно. Вот они. Вот они. И вон их там сколько вообще. О, ой, какие хорошие маленькие. Ой, ивка. Маленькая ива. Уже отцвела и пылит. Камни белесым налетом покрыты. Какие-то примеси здесь в воде. Ой, солнышко, солнышко высветило краски хоть какие-то. Пушится. А вот и они. Наконец-то я их увидела. Столько троп, столько лёжек. Но надо сказать, я внимательно-то и не присматриваюсь. Сегодня, когда круто идешь. Ведь они меня почти не боятся, они пробуют.
Ну вот я и приближаюсь к самому перевалу. Сейчас будет вид вниз. Ой, интересно какой там спуск. Ой, какие полосатые горки снова впереди. О, вдали солнышко. Долина какая-то открывается. Радостная, солнечная. О, плоское дно. Легко. Как Серега говорил, вообще никаких трудностей. А вон там справа впадает ручей Спрингис. Там я пообедаю, я думаю. А это долина, откуда я поднялась. Я вот здесь на осыпи. Чуть ниже. Барашки пасутся. Прямо здесь на перевале есть лужица. В случае чего можно прям тут останавливаться, ночевать. Оранжевые горы, оранжевые ручьи и даже вон красноватые горы. Все это там ущелье Кнори. Оно такими горами обрамлено. Как это солнышко. Такие краски. Вот такие тут разные ручьи. Справа можно пить, а левый, наверное, кислый. Я еще не пробовала. Основной ручей вот такой. Так что для обеда надо только в притоках искать воду. Маленьких. А чистая вода вон с ледников идет. Наконец-то солнышко осветило мой путь. Ура! Как все стало прекрасно. Ничего себе, тут целое геологическое стойбище было, по-видимому. Ну, сколько дров. Ну, как стесали лопату-то. Прям сруб. Краска. Ну, в общем, мусора много. Вон оттуда, из того ущелья, впадает Спрингис. Вернее, тот ручей, по которому я шла, впадает в Спрингис. Да, ручей превратился в грязный бурный поток. Иду сухими участками. А впереди уже видна долина Кнори. Противоположный борт, вот эта гора уже. А такие разводы, как будто я в долине гейзеров. Что-то только нет, наверное, в этих породах. Ну вот здесь легко вброд можно будет перейти. И там уже пойду по полочке. Зеленый. Вот я вышла в долину Кнори. Вынесла на эту лужайку зеленую с собой воды снизу. Хочу здесь пообедать. А потом вот на устье притока Спрингиса. И дальше останется там километра 4, может 5. До озера Кнори, там лес уже виден. А сзади что-то дождик немножко нанесло.
Я сейчас проверяла ручьи, они все кислые. Я наименее кислый ручей нашла. Здесь вот они с примесями, невозможно пить. Ну, посмотрим, пообедать надо, а то что вообще сил нету никаких. Накрыл меня сейчас дождик, ну, пошел и вдали даже солнышко. Чай как будто с лимоном кисленький. И с видом вот на такие горы. А ущелье Кнория все так же остается мрачным немного в облаках. И вот там где-то Мусхая, но ее не видно за облаками. Вот слияние ручья Спрингис с Кнорием. И здесь в конце ручей тек в каньоне, но спокойно на стрелке можно спуститься. Что я и делаю. С зеленой полочки спускаюсь к устью. А вот это ущелье ведет к леднику 42, которое у подножия Мусхаи с юго-восточной стороны. Оранжевые горы, оранжевые реки. Интересно, как потрескало камень. Такие треугольнички. Пополам. О! Вообще. Первые лиственницы, пионеры. Хорошо идет с правым бортом Кнория. Голубики здесь в море. Это вообще просто завались. Виды вдали красивые. А вот где-то там мы вылезали на левый борт этого ручья, когда спускались с Мусхаи в 2008 году. Жизнь, вот она жизнь, устаю повторять я. Чтобы почувствовать ее, надо проломиться по ледникам, по каким-то крутым особям, не доедать, помогнуть под дождем, а потом выйти в вот такую райскую долину и поймать счастье. Здесь есть все, деревья, озеро с рыбой, красивые горы, просто чудо. И зелень, зелень. И вот вдали показалось одно из озер Кнория. Это вот горка, это самое большое озеро. Вот и озеро, оно в таких холмах, прям его не сразу увидишь. А это маленькое озерце, их тут много, но вот больших два, а вон там уже большое. Вот все у нас в таких вот огорожено вот такими рядами холмами. Чайки закричали: предвестники рыбы. Вот эти холмы тут и ряды.
О, подхожу. Вот это самое большое из озер. В прошлый раз я здесь видела старую стоянку оленеводов. Ну, похоже, никто не стоит. А я пойду на соседнее озеро. Оно здесь в 1,5 километрах примерно левее. Вот еще одно озеро. Обхожу берег озера в поисках стоянки. Думал, найду сразу. А что-то не могу никак сориентироваться. Тут вот что-то изменилось, островка нету. Избушка тут какая-то появилась. Сейчас посмотрю, я ее увидела на берегу. А там, в долине Надежды, которая ведет к ледникам на гору Берил, радуга. Ух, как осветилась яркими какими красками. Вот она на берегу Зимовье, но я буду на своем местечке. Хочу найти его и вообще стоять на своей стоянке лучше. Сейчас же нет непогоды. Низенькая. О, достаю рукой. Дверь почему-то открыта. О, да это баня! Вот это класс! Тут можно помыться. Ёлки-палки, а я в раздевалку не взяла мыло. Ну просто попариться можно. Вот из той долины я пришла. Средняя горка, перед ней вытекает Спрингис. А прямо эта долина. Ой, уже забыла. Пора лагерь ставить, есть. Долина Кнория. Обхожу маленькие озера, никак не могу найти наше место. Точно определиться, где же мы стояли. Вечерние виды красивые. Привет, Кукша. Утро встречает меня солнцем и такой же ветреной погодой, как и вчера. Но нет туч надо мной. Вчера так умоталась, что не было сил уже ловить рыбу, пробовать. Вот здесь разбила лагерь недалеко от избушки баньки, потому что здесь хороший вид. Похоже, мы здесь стояли где-то, но все изменилось. А высокие горы все так же скрыты в тучах. Но ближайшая горка во всей своей красе. Озеро окружает вот такой парковый, можно сказать, лиственничный лес. А я отправляюсь на устье Кнория, где мне сказали, живет Прохор в избушке. Надеюсь его встретить. И, может быть, мы поймаем рыбу в сеть. Вот такие здесь завалы. Кедровочка сидит.
кедровка. Вниз широкая долина Агаякан уже идет. В него впадает ручей Надежда. Вот наледь на ручей Надежда. И вот открылся вид на горы и проходы, ручьи, куда я пойду. Вот сюда. Здесь перевал Конгор, там вверху озера. В верховьях ручья Кнория там все так же висит непогода. Затуманено. И вот не открылась широкая долина. Здесь устье ручья Кнорий, он дельтой несколькими протоками впадает. А там справа в Надежду ручей. И образуется Агаякан, река. Часто здесь меняются русла, и на галечниках вот нарастают молодые лиственницы. Вот такая голубенькая водичка. Здесь мне сейчас надо искать брод. Это осложняется тем, что вода непрозрачная. Но найду, вот на перекате где-нибудь. Найду. Ну вот, я нашла в Престьевом лесу загородку, хораль. Здесь ли живет Прохор? Не знаю, что-то мне про этот загон ничего не говорили, что рядом есть. Ищу избу. Место, конечно, хорошее, жилое, но заброшенное. Вот я на другой стороне увидела, там что-то синеет. Вот там синеет. Так, оттуда я пришла. Вон, может быть, там домик. Сейчас буду обратно переходить. Да, вот она изба. Вот это интересно. Дом или хозяин? Ой, как хочется, чтобы были люди тоже. Это какая-то непонятная. О, квадроцикл. Сани. Палаточки стоят. Собаки не лают. Ушли. Ну, буду ждать. О, очаг. Здесь же люди. Никто не откликается. Ну, явно люди где-то. Может, они пошли на рыбалку. А, это хозяйственный сарайчик. Да, что-то никого нету. Ждать. О, люди! Здравствуйте! Прохор сейчас угощает меня супчиком мясным. Его поставили. Прохору сейчас некогда заниматься рыбалкой, потому что убежали олени, надо их искать. И вот мы едем на квадроцикле в долину Кнория опять. Да, квадроцикл — это вещь ужасно проходимая штука. Теперь машины, вроде как угодно. Приехали, вот это мощный мотор, вообще, теперь машина. По колено прерывается назад, а он едет. В Верховьях ушли, да? Так должно быть. Хорошо было бы. А то внизу опасно. Там волков много. Прохор будет искать дальше оленей, а я иду на озеро Кнорий. Да. Ловить рыбу. Теперь мне он показал, где
должно брать, Брать. на блесну. Рано утром. Спасибо, Вечером. спасибо огромное. Счастливо, удачи. Давай, вам тоже. Вот сколько добрых людей я встречаю на пути, все мне помогают. Дают какое-то с собой что-нибудь поесть в дорогу. Вот так, современные оленеводы. Уже не только пешком на оленях и буранах, еще и на квадроциклах летом ищут оленей. Иду на рыбалку на большое озеро, и здесь открылся впереди ледник Лежаева. Вон он. За ним там еще дальше ледник Надежды и Берил. Ледник Берил и сама гора Берил, высшая точка Хабаровского края считается. На границе Якутии и Хабаровского края, но ниже Мусхаи. 2934 Берил. Да, вот где-то здесь ловят. Ну, в основном сеть, конечно, но я попробую на блесну. Рыба что-то там не ловится, да и ветер сильный. Вышла чуть на другой берег и увидела здесь стоянку. Еще одна стоянка оленеводов. Сохранились жертвы и альбомы. Вот такая скамеечка из корня, это прибита. То есть не из корня, а из сучка. Одна ножка. Ну какой бедунчик. Мощный. Хороший. Тазики. Вот везде здесь такие попадаются. Ну, котелок. Довольно такой, только разный. Дрова заботливо прикрытые старой штормовкой. Удочка. Ялбом. О. Цепочка над очагом. Ну и даже для занятия спортом. Турник. Еще маленький, может быть, это вешало. Мясо вялить. Какая тренога. Может, еще что-то. Ну, жерди для палаток, они всегда оставляются, так складываются. Так, ничего не поймав, возвращаюсь на свое банное, так сказать, озеро. В нем рыбы нету. Прохор мне рассказал, что туда запустили 2 рыб. Думали, они размножатся, но что-то вот нету. Да и в большом. Что-то на блесну у меня не брало. Вон моя палаточка виднеется. Вон вдалеке. Вон она моя. Мой домик ждет меня. Буду мясо варить. А вечер, ветер немножко стихает. А небо снова почти ясное. Погода, надеюсь, улучшается. Кто-то у меня, помнится, спрашивал, зачем тебе тут пила? Дрова, конечно, и так можно поломать, а вот косточку трудно хорошо отпилить. То есть отломать ровно. Тухнет сразу. Вот так. Главное, чтобы затлело. О, отлично. Мало. Ладно, хочется
Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Уходила. Так. Ура, 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 ура. Ладно, 4 спички, зато быстро. Затлела. Затлела. И сверху можно смело уже. Пока не убираю. Все нормально. Так, нормально. Все, сейчас буду котелочек. Ой-ой-ой. Супчик сейчас будет. О, с маслами. Ой, ой, с видом на горы. Правда, конечно, уже нету голубого неба ясного, но ничего. Расколешь, ого. О, костный мозг, это деликатес, это масло. Очень вкусно, очень. Ой, вот он, лакомство. Ну, это костям, суставам долго развариваться, а так-то мясо быстро варится. Сейчас попробуем. Опа. Так, лучше ложечкой. Ложечкой. О. Дощечка для разделки готова. Рис туда немного кинула. И травок соленых оставшихся. Раннее утро и наконец-то и безветрие. Ясная погодка, но более-менее ясная. С утра сейчас сбегаю, попробую половить рыбу в Большом озере. И надо мне уже идти обратно в свой базовый лагерь. Итак, из базового лагеря, где мы стояли в верховьях Хорони с супругами Ермаковыми, я перевалила через перевал Ниткан и пришла на слияние правого Ниткана и Снежника, где и поставила свой лагерь. И отсюда начала свой кольцевой выход к озеру, к озерам Кнорий по каньону, вдоль каньона ручья Снежник. Вот этот ручей, приток, я приняла уже вот за этот следующий. Так получилось. В этом месте были очень сложные прижимы. И вот я поднималась вдоль ручья Снежник в самой верховье. Ночевала под перевалом примерно здесь. Ой, не здесь, даже вот здесь вот, рядом с верхним притоком. И дальше перевалила через перевал. Вышла на приток ручья Спрингис, где были оранжевые ручьи. И спустилась к Кнорию ручью, и по нему дошла уже до озер Кнория, где и встала на стоянку. Дальнейший мой путь от озер Кнория лежит вверх по ручью Надежде, по Конгору, через перевал озерный, ну, вернее, не знаю, как он называется, здесь просто озера. И, ну, так и называется, по-моему, перевал Конгор. Вот здесь он сам перевал. И спуск по притоку и ручью Берилу до Кагани,
по Кагани и уже обратно вверх по Ниткану до своей стоянки. А весь этот кольцевой маршрут составит порядка 100 километров.